общем, я оставил лодку на рыбаков, которых знает Валентина, который посоветовал мне Алексей. Очень длинная история, поэтому забрал самое ценное. И единственное, они вообще по-русски почти не понимают. А я не понимаю, куда идти. Музейный комплекс Цыпово-Сахарна является одним из крупнейших и наиболее важных комплексов такого рода в Молдове. Расположенный в средней части русла Днестра, этот заповедник площадью более 200 гектар состоит из лесов, полей и глубоких ущелий с большим количеством водопадов и отвесных скал. В пещерном монастыре Городешты и в ущелье Цыпово-Городешты, расположенных на территории заповедника, сохранились культурные слои бронзового века, гетодокийского периода, древнегреческой эпохи, Римской империи и средневековой Молдовы. Монастырь Цыпово является одной из самых ценных скальных построек на территории стран СНГ. Официальное название обители – Городищенский монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Он располагается в поселке Цыпово. Отлично сохранившийся скальный храм поражает необычным внешним видом и внутренним интерьером. Регулярно монастырь посещают сотни паломников и любителей археологических достопримечательностей. Сооружения монастыря выдолблены в скале из белого известняка. Наружные стены обители сделаны из рыхлого ракушечника. Высота стен достигает 100 метров. Комплекс имеет несколько корпусов, датируемых разным временем строительства. Самые древние постройки частично разрушены и непригодны для проживания. Они являются археологической ценностью. Сооружения более поздней постройки имеют отопление и используются в качестве жилья и места для молитв. Скальный мужской монастырь Цыпово имеет около 20 помещений разного назначения – кельи, трапезная, колокольня. Часть комнат разделяются колоннами, другие – несущими стенами. Под кладкой первого этажа находится тайный колодец, который использовался во время осад. Внутри имеются естественные гроты, которые служили хорошими кладовыми. Колокольня ранее имела 4 массивных колокола, самый больший из них весил около 900 килограмм. Здесь целый комплекс пещер. Просто невероятное количество. Во все стороны. Если видно в кадре, там вот 150 метров оттуда я пришел. И в ту сторону еще продолжается. Во все стороны есть ступеньки. И вот такие вот комнаты, где монахи молились. Пещерная церковь Воздвижения Святого Креста считается самой старейшей из 3 комплексов. В середине алтаря еще видно небольшое квадратное возвышение, вероятно, место Святого Престола, а в передней стене алтаря, в углу, небольшое углубление в стене.
Считается, что эта церковь была вырублена в XII веке. Русский историк Батюшков в историческом описании Бессарабии утверждает, что монастырь Харадиште существовал в XIII веке, служа укрытием христианам от монголо-татарского нашествия. Аргументом в пользу этой идеи могут служить христианские кресты, вырезанные на стене комплекса. Форма этих крестов соответствует византийскому стилю, распространенному на Балканах в X-XIII веках. Судьба этой церкви была трагической. Следы пожара на стенах скалы возле церкви и ниже свидетельствуют о том, что она вместе с несколькими кельями, построенными из дерева здесь, на террасе, была осквернена и сожжена, видимо, в XIII веке, во время татаро-монгольского нашествия. В почерневших от дыма стен и сегодня видны места, где были установлены балки в камне. Неизвестно точно, был ли этот древний комплекс восстановлен, но с большой вероятностью можно утверждать, что во время существования средневекового молдавского государства монашеская община увеличилась. Это и привело к созданию комплекса святителя Николая, более просторного и лучше защищенного. Экскурсии сегодня я не смогу взять, будний день, и кроме меня здесь в этом огромнейшем комплексе нет никого. Хотя позавчера на выходных было полно народу. Смотрите, какие ступеньки. Это все сделали монахи. И здесь вот этот комплекс уже с XI века существовал. Посмотрите, можно наверх забраться, видите? Такой вид на Днестр. Просто невероятно. Пещерный комплекс состоял из 13 помещений. В первом помещении была небольшая церковь, по свидетельству монахов прошлого века в честь святого угодника Николая. В то время комплекс уже был полуразрушен. Фасадная стенка и перегородки между кельями полностью отсутствовали. Возле южной стены первого помещения выступает каменное возвышение, которое могло служить алтарем. Перед ним располагается большое пространство наос. Отсюда начинается ряд из 9 связанных друг с другом келий. Почти в каждой келье есть след печей и дымоходов. Во многих местах потолок почернел от дыма, выходящего наружу через небольшие отверстия. Из этих 9 помещений через круглое отверстие диаметром 60 см можно пройти в другие 3 помещения. Из них среднее является более просторным. Согласно народной молве, оно в случае опасности служило братьям-убежищем. Это маленькое отверстие закрывалось железной дверью, что позволяло ему оставаться незамеченным. Под верхним рядом келий, в нижнем ряду, сохранились места 2 других келий, также древних. В некоторых помещениях у южных и западных стен можно увидеть и сегодня каменные кровати. В церкви святого угодника Николая в прошлом веке были обнаружены 2 старинные иконы. Одна изображала Богоматерь, а другая святого Николая со славянскими надписями на оборотной стороне. Считается, что именно эти надписи и породили легенду, сохраняющуюся в народе до сих пор, что здесь, в пещерной церкви, состоялось венчание Штефана Челмаря с одной из его будущих жен. Да, очень необычно. Монахи здесь провели огромнейшую работу, чтобы сделать себе места для молитвы с красивым видом на Днестр.
вы посмотрите, какой объем работы. Сколько я вот иду, это все такие пещеры, гроты, сделанные руками людей, без особых инструментов в 11 веке. Вот, пожалуйста. То же самое здесь сзади. Все, нужно экономить время. Я забираю вещи, иду сейчас в село. Встречаюсь с женщиной, которая меня ждет. Где-то она мне уже обед сготовила, а я, кроме кофе, с Петром ничего не ел, только кофе попил. Поэтому очень-очень голоден. Необычное место. Здесь можно не спеша ходить очень долго. И я бы выделил здесь целый день, но у меня нет возможности. Нужно еще или подменить кого-то там с лодкой, или потом спуститься, перепрятать, еще раз подняться, я не знаю. Но, в общем, что-то придумаю. Сейчас наверху с этой женщиной решим, как этот вопрос уладить. Здравствуйте, я вас услышал по голосу. Да, по голосу. Здравствуйте. Михаил? Как колокольчик. Итак, я попал к Валентине в гости, посмотрел немножко пещеры внизу, а здесь просто царский стол. Я такого еще на речке себе даже ни разу не готовил. Валентина, расскажите в 2 словах. Вы здесь родились, живете? Я родилась здесь, я работала в Кишиневе долгое время, но я жила в Кишиневе и потом вернулась назад в село. Снова на родину? На родину, потому что я уже в возрасте. Ага, уже на пенсии? Дети остались в Кишиневе. Да, я на пенсии давно уже. И осталась в доме родительский. Ага. Так я живу здесь. У вас красивый такой вид здесь на реку, вот сверху. У нас красивые места, приезжайте, у нас очень красивые места. Подтверждаю. А еще там водопады у вас где-то? Есть, но далеко, не знаю. Смогу увидеть? Иди. Фух, так, друзья, наелся я от пуза. Валентина, славная хозяйка, накормила меня. И что я понял в беседе с ней, что никак я не успею справиться ни за час, ни за 2 и даже за 3 с тем, чтобы посмотреть все их водопады. Поэтому принял я следующее решение. Сейчас я спускаюсь вниз к рыбакам, это Ваня и Анжела. Попрошу их поднять байдарку и вещи вверх и оставить их здесь, в монастыре, у охранника. А сам ночую у Валентины и посмотрю водопады сегодня вечером и завтра утром. Я на воде снова. Вот так с воды выглядят вот эти комплексы пещерные. Пещерный монастырь. И я вот до этого островка дохожу, вытаскиваю байдарку, а ребята подойдут сейчас, соберут свои снасти, они так и рыбачили. Помогут мне поднять. Ну, по ощущениям, метров, наверное, на 40-50 нужно подняться вон туда, ровно на половину горы. Там Митрофан, я с ним договорился, он охранник. Сказал, что можно будет вещи мои до завтра сохранить. Что я могу сказать? Прекрасные люди. Идут навстречу так, как будто они мне должны. Но на самом деле мне никто ничего не должен. И тем не менее, до сегодняшнего дня мне все помогают. И, естественно, я очень благодарен за это. Потому что отними половину того, что мне дают люди, я бы уже не совершил большую часть того, что я совершил. Фух, мать честна. Друзья мои, если бы вы знали, как я забодался. В общем, подняли мы с Иваном наверх мои вещи. Поднимаюсь сейчас к Валентине. Вот, радую ее тем, что я остаюсь у нее на ночь. С фотиками вернусь обратно, пофоткаю эти пещеры еще раз в вечернем свете. Потому что до водопада очень далеко, 3 километра. На водопады я завтра выдвинусь часов в 7 утра. Фух. Ох и беготня. 2-й раз поднимаюсь сюда уже. Вот такие ступеньки, видите? Угол градусов 30. Ох, и весело я живу последние дни, скажу. Ни минуты покоя.
Что же это такое? Ни минуты покоя. Явципова — это скальный монастырь. В несколько этажей, многоярусный. Иногда я думаю, боже мой, что я здесь делаю? Я же собирался на другую реку. По-моему, я счастлив. Вот это я выгулялся. Кстати, обратите внимание, какая редкость. Это мой первый на всем Днестре катер. Теплоход, видите? Вот он, красавец. День был очень насыщенный. За день я прошел всего 5 километров. Зато день был чудесный, насыщенный и чудесный. Утром катался на лошадях. Целый день хожу по этим скальным комплексам. А еще посмотрите. Правда, корабль далеко. Он очень большой, и он далеко. И там вот, сейчас покажу. Вот здесь был мой каяк с вещами. И с помощью ребят я поднял его. Как же далеко. Завтра тащить вниз, но вниз не вверх. Ну что ж, спасибо этому дню. Он был очень насыщен и очень интересный. До завтра. Желаю тебе удачи, чтобы ты доехал благополучно до Одессы. Или куда тебе еще дальше? Да хотя бы до моря, Белгород-Днестровский. До моря, ну, Лиман, море, еще 500 километров. Чтобы ты доехал благополучно. И чтобы в этом году ты женился. Ого, нет, так быстро не надо, подождите. Не торопите события. Ну, за пожелание спасибо. А что тебе еще? За пожелание спасибо. Дайте я вас обниму. И маме привет. Обязательно передам. Она это видео посмотрит, вы знаете, что я был в надежных руках. Да. Очень благодарен вам за гостеприимство. У вас красивые места. И дай Бог, чтобы вам шли клиенты. Была денежка у вас живая. Доброе утро. Так уж повелось, что я променял палатку на обычное жилье. Это водный поход. Сейчас 7 часов утра. И я сейчас позавтракаю. Отправлюсь до водопадов аж 4 километра пешком. То есть, если бы я не остался здесь, посмотреть их было бы нереально. Лодка моя, знаете где, она там осталась в монастыре скальном. Вот, потом планчик такой. Завтрак, водопад туда-обратно. Я думаю, это займет у меня полдня сегодня. И забираю лодку, спускаю вещи в обед. Там будут рыбаки.
те, что были вчера, обещали мне помочь. И отправляюсь дальше. Вот в этом диване я спал, я уже сложил. Эти комнаты издаются. В принципе, можно приезжать сюда, отдохнуть, если на байдарке, скажем, больше 10 дней, то есть смысл. Там еще будет ремонт делаться. Вот, но не успел я проснуться. Выхожу в эту комнату, а здесь уже меня ждет завтрак. Валентина, конечно, молодец, побеспокоилась. Это вот вторая комната. Ну что ж, завтракаю и отправляюсь к водопадам. Шагая вдоль ручья по тенистой тропинке, я обнаружил на своем пути сад камней. Местные жители верят, что если в этом месте построить причудливую пирамиду из камней, то ваше желание обязательно сбудется. А пройдя еще дальше, на моем пути появился родник с очень холодной и вкусной водой. Присев прямо здесь же на камень и утоляя жажду, я неспешно рассматривал окружающий меня мир. Напившись воды и отдохнув, я отправился дальше. Удивительно, но во всем этом огромном ущелье кроме меня практически никого не было. Под звуки ручья и пение птиц тропа в конце концов привела меня к первому водопаду. Возможно, это самый высокий водопад не только на Днестре, но и во всей Молдове. Он так и называется – Большой водопад или водопад Орфей. Его высота около 12 метров. Просто в восторге, честно. Водопад изумительный. Высота метров 12, наверное.
Слушайте, 10:40, я отсюда не могу уйти. Как же Валентина была права, что ты не скоро сюда вернешься. Тут так красиво. Ну, посудите сами. Это же фантастика. Такие гроты какие-то, нависающие как скалы. Тут же водопад. Это просто фантастика. Фантастика. Но это же только первый водопад. А их здесь каскад. О боже. Хотя бы я вернулся к 6 вечера. Очень красивое место. Необычное. Я не знаю, что говорить. Слова, они очень ограничены. Поэтому, надеюсь, картинка сможет вам передать все, что здесь я увидел. Возвращаясь обратно, пошел другой дорожкой под скалами. И заметил, на дороге валяется сота пчелиная. Смотрите. Самые обычные пчелиные соты. Поднял глаза. Так и есть. Там дикие пчелы. Сейчас вам покажу. Они, конечно, делают очень красивые соты. Не то, что в уликах пасечника. Все стандартные. Вот видите, это место удара. Здесь остался еще воск. А пчелы, которые в сотах были, надеюсь, меня не покусают. Не хочется покусанным дальше быть по реке. Вот, смотрите. Вон там они сидят. Надеюсь, вам видно. И там очень много пчел и очень много меда. Место они были шикарное. Защищенное от дождя, от любого хищника. Туда никто не доберется к ним. Только если работа их будет сделана некачественно, то ихний мед грохнется. И обратно пойду по этой дорожке. Там есть дорога вдоль ручья. Я решил пойти под скалами для разнообразия. Здесь также очень красиво. А двигаюсь я на следующий водопад, который находится над этим водопадом выше. Их здесь 2, как минимум, а то и больше. Наблюдать под ногами следующую картину. Это ракушки. Самое, что они на есть. Морские ракушки. В этом камне, на котором я стою. Говорят, здесь было Сарматское море. Сложно вообще это представить. Куда делось море? Почему земля так поднялась высоко? Какие процессы были здесь до нас? Ну и логичное продолжение вопроса, что останется после нас.
Вот вам и карта Осмонд. Она утверждает, что здесь тропа. Ай, беда. А с той стороны вижу там тропинку вдоль. Но вот про нее моя карта не знает. Скорее всего, где-то там с каньона есть подъем. И обратно я пойду по той тропинке. Вот вдоль стеночки видно, там дорожка есть. Тут чуть-чуть натоптано, кто-то пытался спускаться. Тут либо такой отчаянный, как я, но без карты, я еще с картой. Просто чтобы не грохнуться кубарем туда. Если здесь дороги нету, попробую спускаться аккуратно. Если там будет сложно и опасно, то буду как-то выворачивать обратно. Прошел я немножко дальше. Здесь хотя бы более пологий спуск. Тропинки все так же никакой нету. Я иду будто первооткрыватель, но хотя бы трава невысокая. И нету деревьев, шиповника, как с той стороны, где я начал спускаться. И вот прямо подо мной слышу, шумит вода. Возможно, это самый первый водопад. А так как говорят их несколько, то вот они здесь где-то все спрятаны. И уже спустившись вниз, постараюсь найти их и двигаться вниз с водой. Вот террас, смотрите. Это тропинка. Явно. Как же я ее не видел. Ладно. Это точно тропинка. А вот и водопады. Это какой-то оазис. Слушайте, я нашел его. Вот он, красавец. Надеюсь, вам видно в кадре. Из этого места крайне сложно уйти, но идти-то нужно. Как же здесь здорово. Теперь моя задача пойти вдоль этой реки. Единственное, я не знаю, есть ли здесь дорога. Возможно, она сверху. В общем, пока у меня сплошная разведка. Принял решение адекватной ситуации, моей конкретно. А ситуация в следующем. Дорожек никаких здесь нет абсолютно. Ау, колючая груша и еще какая-то ягода. Это шиповник. В общем, не пойдет. Может, там еще сотни водопадов. Но я водопадами не обделен в этой жизни. Поэтому два больших я нашел. Считаю, достаточно. Каньон, видите, он тянется туда. И там наверняка они еще есть. Но не будем рисковать. Жизнью и здоровьем своим. Никому это дело не надо. Поэтому ровно по тому же пути возвращаюсь, как пришел. Сверху по полю. Там спускаюсь вниз. Ау! Ай, как же все тут колючее. По пути попью воды из родника. Думаю, за час я, может быть, час 20 доберусь до дома.
собрался и присел у колодца, стал попить воды. Я его снимал на видео. Попил воды, умылся и думал уже идти домой, все, в палатке, своей палатке, к лодке. Вдруг смотрю, парень идет. Бородатый. Ну, бородатые все наши люди. Его зовут Саша. Я так и понял, они здесь живут. Это утром я видел их лагерь в палатке, они спали еще в 8 утра. И он там мне подсказал, что если пойти по вот этому роднику, видите, я встречу еще два водопада и птичий город. Там много птиц, они идут в гнезда там. Пещеры еще какие-то, ведь там можно сделать фотки хорошие. Поэтому, конечно же, я туда иду, друзья. Ведь отсюда до этих мест ближе, чем Чернигово, верно? Посмотрите, сколько ракушек здесь. Вот видно очень хорошо. Вот они, ракушки, все в ракушках. Сложно поверить, но действительно это было морем. Я вижу много доказательств, но тяжело это себе представить. 5 минут назад встретил ребят. Они кришнаиты, пара. Мужчина и женщина угостили меня своей трапезой, как раз у них был обед, напоили чаем. Они вот в таком же гроте, как вот здесь, только там наверху. Внизу. Он внизу, этот грот, и он более глубокий. Уже 5-й раз, наверное, в этом месте. Молятся, играют на музыкальных инструментах. Через полчаса будут играть там у колодца, где я воду пил. Как раз когда я вернусь, то я застану их песнопения, сниму на видео. В лагере уже не стал набиваться, чтобы поснимать их на камеру. У меня впереди еще один водопад и какой-то птичий город. Не знаю, что это, посмотрим вместе. У меня по водопадам, по-моему, план перевыполнен. Этот даже двойной. А вот здесь как балкон, можно посидеть, видите? Вот так. Как показать? Вот. Там реально можно забраться сюда, я видел. Сидеть, медитировать под шум воды. И позади меня еще, вон там тоже есть пещера сверху. Вот сюда я хочу забраться.
Если я не ошибаюсь, это и есть птичий город. Хотя я могу ошибаться. Здесь должно было быть полно гнезд с птицами. И думаю, действительно, потенциально, вон там очень удобно. Добраться невозможно хищникам. Там много полочек, таких вот выступов скальных, какие-то ниши, пещерки. Ну, одно гнездо я точно нашел. Прямо по центру, видите, друзья, вот прямо по центру. Вон там на полочке огромное гнездо какого-то орла, может быть орлан белохвост, но явно это не синица. Гнездо диаметром 1 метр. Я не знаю, что я нашел, но у меня от недостатка знаний закипает мозг. На самом деле я себя чувствую человеком, который находится где-то на египетских пирамидах. Смотрите, вы видите эти формы? Вот, это куб. Здесь 90 градусов. Вот, видно, да? Вот угол. И вот угол. Все ничего, все нормально, да? Ну вот момент мне интересный. Видите, эта площадка, она целая. Вот. Это нижняя часть, она... Вон там все грохнулось. Я надеюсь, меня не завалит сейчас. Теперь вопрос. Как можно было здесь прорезать? Вот эту стенку. Эту стенку. И чем? Мне самое главное, чем? Вот такая длина, здесь порядка 1,5 метра, смотрите. От этих плот сюда, 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 сюда. И насквозь туда дальше ушли. Я бы поверил, если бы пиляли с двух сторон. Но когда пропилено торцом, тут край, идеально ровная поверхность, я чего-то не понимаю. Это же не современное строительство. Ну, я имею в виду, что не наши дни кто-то пилял. Потому что даже в наши дни я не понимаю, чем это можно опилить. У меня сейчас внутри приходит такое новое ощущение. И чего вообще я нашел здесь? Я пошел выше водопада, выше, выше, выше. Это уже не туристический маршрут. У меня садится аккумулятор, осталось 10%. Поэтому я долго не буду болтать, еще что-то сниму. Потом буду думать.
Я практически вышел к водопаду. Вот он, обрыв. Теперь я понимаю, что это такое. Вначале мне показалось странным, почему такие плоские камни. А теперь видно, что это дело рук одного мастера. Вот, видите, это грань. Вот. Какая-то добыча камня велась какими-то очень необычными инструментами. Слушайте, ну, у меня уже мозг закипает от того, что я здесь нахожу. Что это такое? Кто мне расскажет, а? Глубина, по ощущениям, 80 сантиметров. Как это вообще выдолбать можно? Это в наши дни нереально сделать. Ну реально, но это очень сложно. Блин. Вы понимаете, как будто... это как будто пробу взяли. Ну, знаете, так вырезали. Да, конечно. Смотрите, эти части неровные, но обратите внимание вот на этот пропил. И вон он там вверх уходит. То есть кто-то сделал такой зарез. И я не сомневаюсь, что он был и вот так, и вот так. Видите, вот еще полоска. То есть им настолько легко было это делать. Посмотрите. Раз полоса, два. Вот видно 3, 4, 5. Какой-то инструмент они наштробили, потом выбили и посмотрели содержание. Слушайте, это какая-то фантастика. Это все очень странно.